Всем привет! Вы на канале Теории от Ольги. Ну что, все отошли уже от новой 13 серии «Зомби-Зу»? Вам понравилась серия про безумные поцелуи? Лично для меня трейлер оказался более интригующим, чем сам эпизод. Но не могу не отметить веселое лиричное настроение авторов, подразнивших нас новыми пейрингами. Шиперы ликуют. Ой, постойте, я же шипер. Я ликую. И Хлоюшка наконец-то появилась, я так скучала, как же без ее выкрутасиков. Пока Томас Аструк в своем твиттер-аккаунте проводит опрос на лучшее название игры по мотивам этого эпизода «Зомби-Зу», кстати, вы можете проголосовать за понравившееся вам название на его страничке. А мне уже не терпится заглянуть в будущее, ожидая, что следующая серия нас всех должна просто поразить. Ведь уже появились новые спойлеры. Некоторые информационные веб-сайты начали распространять информацию о премьерном эпизоде второго сезона «Сирена», который мы все ждем 21 апреля в Великобритании на канале Disney. А пока я выскажу свое мнение по этому поводу, мы уже очень-очень скоро узнаем, что же за секреты скрывает темная комната в особняке Агрестов. Ведь эта новая 14-я серия напрямую связана с этим загадочным местом. Итак, что мы знаем? У талантливой пловчихи Ондин есть романтические чувства к Киму. Она попадает под воздействие Акумы и трансформируется в сирену. Вы видели розовохвостую русалку с рожками и с огненными волосами. Сирена ради любви жаждет превратить весь Париж в подводное царство для своего принца. Вот так влюбляешься по уши, а тут как тут Акума и бац, а ты уже русалка. Благодаря инстаграму Джереми Зага мы смогли детально рассмотреть арты к этой серии, и кусочки мозаики начали складываться в очень интересную общую картину. На стене мы видим карту, на которой, скорее всего, изображены подводные лабиринты, находящиеся под Парижем. И, судя по всему, вход в подводный грот и находится в той самой темной и тайной комнате, которая так давно не дает нам всем покоя. Как вы помните, помещение нам показали в конце эпизода «Годзилла». В общем, тем, кто ждал труп Эмили в гробу в этой комнате, выдыхайте. Как я и говорила в прошлом обзоре, это капсула, а не гроб с мощами усопшей и не саркофаг с прахом. И тело мамы Адриана тут не хранится Габриэлем для воскрешения. И Эмили, скорее всего, к этому месту отношения не имеет. Помещение предназначено для путешествий по подводному миру Парижа, а то, что все принимали за гроб, это капсула, предназначенная для плавания. Но я думаю, что она сломана, и лишь по этой причине нужны новые сверхспособности для Леди Баг и Суперкота, чтобы они могли плавать и дышать под водой. Итак, по сюжету. Чтобы обезвредить Сирену и не дать утонуть всему городу и горожанам в воде, на помощь приходят наши супергерои. Каким-то образом карта попадает в руки к Леди Баг, и она отправляется в особняк Агрестов к Габриэлю за помощью. Мы видим, как Габриэль снимает брошь и встречается с Леди Баг. Почему он решил ей помочь? Возможно, волнуется, что его личность будет раскрыта, и у него нет выбора. Возможно, есть и другие причины. С другой стороны, Габриэль мог и не знать о существовании этой комнаты. Но можно предположить и то, что именно он дал карту Леди Баг и показал механизм в этой комнате, открывающий подводный грот. Капсула, скорее всего, служит средством передвижения по воде и под водой, но, по-видимому, она сломана. На прикрепленном к стене изображении мы видим, что на нижнем ярусе есть что-то напоминающее металлическую круглую дверь. Думаю, это блокировка, заглушка для поступления или удерживания воды. Но с другой стороны, на другом изображении похоже, что подвесной мост складывается, как горка под уклоном вниз, для скольжения этой самой капсулы с верхнего яруса на нижний. А на этом арте, похоже, как два объекта проплывают сквозь окно большого аквариума. Можно предположить, что это Леди Баг и Суперкот. Но, скорее всего, это игра света, и что подводный проход откроется все-таки внизу. В какое из отверстий уплывут наши супергерои, не столь важно. Главное, они уплывут из особняка Агрестов при помощи Габриэля и его продвинутых технологий. В общем, разгадав тайну механизма, Леди Баг и Кот Нуар уплывают на поиски приключений и попадают в место, где выходят на сушу и проходят через дверь, выполненную в готическом стиле. На этом арте едва возможно разглядеть ее. Дверь освещается светом, не то светильников, не то факелов. Думаю, это вход на новую локацию. Новое пространство похоже на Придворцовую площадь, где, скорее всего, и будет в итоге побеждена Сирена. Наверное, в победе Леди Баг и Кота над Сиреной никто не сомневается. Но вот что интересно.
Как и каким образом у Леди Баг, Суперкота, Тики и Плага появятся эти новые способности плавать под водой, это пока неизвестно. Возможно, сам Габриэль им подскажет, он же читал книгу. Либо в Кваме уже заложены суперспособности, которые они активируют по необходимости. Для воды отрастают ласты, для катания на льду коньки. Нужно ли для этого произносить новые заклинания или нет, мы не знаем. Также можно предположить, что в капсуле находится артефакт для проявления новых суперспособностей. Я жду не дождусь посмотреть на эти эпичные сцены подводного драйва, новые локации подводного мира. Очень бы хотелось, чтобы в этой серии приоткрылись еще какие-то тайны. Пока мы не знаем все, но мы уже многое знаем. Если вам понравилась моя теория, ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на канал. Жду ваши идеи по поводу всего этого.